подошло время уезжать из Мериса, мы завтра уже последний день. И мы под конец нашли вот достойное заведение вообще на Мерисе по уровню, знаете, балийского. И подача, и сама локация. Ну, там специфика, нужно делать заказ, потом только ты садишься за столик, тебе номерок дают. Ну, короче говоря, я покажу кратко, как выглядит. Называется Shady Lane. Ну, точку оставлю, это недалеко от нашего жилья, прям совсем недалеко. Ну, здесь все недалеко. Я ждал, дождался. Веганский бургер. Мы уже растращили, вкусно, прикольно, все полезно, классно. Короче говоря, на уровне. Ну, цена, понятное дело, чуть-чуть выше среднего, наверное, можно сказать, да? Ну, круто. Короче, круто. И десерт именно в плане качества, внешности, подачи, все намного выше, чем то, что мы видели вообще до этого. И считали, что то были лучшие заведения на Мерисе. Кусь-кусь. И соус отдельно, картошечка. Удовлетворение получишь от этого? Классно, очень вкусно. Да? Я вообще не любитель веганского. Это веганский? А это мясо, я думал, темное мясо. Ну мы первый день тут перепуганы. И здесь все время битком. Шмотки продаются, кстати. Можно шмотки посмотреть, мужские, женские, ну немного. Регги играет, такой чил, короче, прикольная локация вообще. Дорога далеко, шума нет. Мы немножко посерфили на Велигаме и хотим покушать морепродуктов. Ян торгуется за лобстера. Вот такой стоит 6 тысяч. Большой. Half kilo. Half kilo Prawns. Да. Кило кревет, я. Очень советую точку, нас здесь уже знают и дают нормальные цены. Здесь большой оборот, очень все свежее. И они работают здесь уже годами просто. Я смотрю, многие люди приходят с разных стран, уже здороваются с ними, их помнят. Mama's Place. Вот заправка для ориентации Велигама. Заправок здесь немного, поэтому Mama's Place. Вот смотрите размер какой, ё-моё. Мия, это как половина, почти как ты. Вот что здесь продают. Размер, чтобы понимать. Кухня. Я уже до этого как-то, наверное, показывал, ну, имейте в виду. Женщины работают, суетятся, всегда бегают, спрашивают, там, если что, извиняются. Ну, очень приятные люди, мы здесь пока проблем никаких не знали. Мама изготовила Mama's Place. Your boss here? Yeah. I'm boss Mama's Place. He's готовила рыба and crevet and kartuska and salad. How long works this place there? Yeah, maybe 12 years. 12? 12 years. Вот как живут богатые люди, понимаешь? Сколько лобстер обошелся? Бесконечное состояние состояний. Короче, 5500 рупий, а то тянешь кота за одно место. Уровень, как надо есть лобстер, рассказываю. Покупаете килограмм креветок. Съедаете креветок, и вы уже не хотите лобстера. Да, креветок, и вы уже не хотите лобстера. Ты просто его... Ну ты пробовал лобстера в Китае крутого, да? Ну да, то есть это было неимоверно, потому что он был в сливочном соусе. И я думаю... разделанный уже нам с клешнями. Мы посидели в Китае на $1000, и я за это не заплатил. Уровень. Да. Это было Гуанчжоу, рыбный ресторан с орла и решки, поэтому $1000. Если в следующем бы месте было бы 500, ну вот теперь... Юле дай попробовать, теперь она не для пробовала, жены, мне для интересно, жены. да.
ее мнение? Руками. Там пробуй как удобно, да. Вилкой тоже получится. Ничего себе кусочек такой. Аппетитно выглядело. Как оценишь? Разводишься? Креветки лучше. Креветки лучше, то, о чем я и говорил. Да. Такое безвкусное, как филе куриное. Потому что к нему надо... Вот, лобстер хороший, красивый, мясной, но нужен соус. Все решает соус. Все как приготовить зависит, да, конечно. Ну, раз попробовать в жизни стоит. Не, стоит. Перед друзьями понтоваться, да? Да, чтобы было что выкладывать на YouTube канале для себя. Для контента. Ребята тут тоже Давай. поглотители. Один кусочек. Объединились мы на денек, да, наверное? На китов получится поехать у нас? Успеем? Дойдем, попробуем связаться с человеком, который организовывает обзорную экскурсию. И мы хотим и прыгнуть, снять их под водой и посмотреть над водой, если получится, с ребятами вместе. Всем салют, нам завтра уезжать из Мерисы, и настало время подбить небольшие итоги по этому пляжу. Важно и главное, что пляж точно крутой, классный, вы не пожалеете, если сюда приедете. Что здесь есть из второстепенного? Вы можете здесь покататься на серфинге, есть джет-ски, водное развлечение в виде еще вейкборда. Вот серфинг вдалеке, если видите, как выглядит. И, конечно же, я вам покажу сейчас одну из такой небольшой достопримечательности Мерисы. Такой вот полуостров. Сейчас поднимемся, покажу красивенные виды с его высоты. С детьми здесь, видите, можно плюхаться, в принципе, но волны относительно все время большие. То есть, если вы неправильно заходите в воду, не понимаете, где волна формируется, или там ходите, птичек считаете, то у вас волна может прихлопнуть очень жестко, поэтому нужно выжидать, когда большие придут, и быстренько проскакивать и купаться уже в удовольствие немножко дальше. Много кафе, ресторанов. Мы сначала по незнанию ходили всякими ротти, объедались примитивными, жареными, где-то очень вкусными, где-то не очень. Фруктов валом. Сезон очень сложно сказать по сезону фруктов, многие спрашивают. У меня есть подписчики в инстаграме, пишут. Короче говоря, в августе, в сентябре прям сезон высокий всех фруктов. А в остальные месяца года всегда будут какие-то фрукты. Вы не угадаете, чтобы были все вместе. Поэтому приезжайте в любое время. И здесь с фруктами точно беды не будет. Вечерком можно прогуляться на променаде вот таком. Здесь можно пройти. Здесь кусочек такой более тихих, спокойных таких кафешек с музычкой. Вот серферы катаются. Я там пару раз попытался покататься. Сложность заключается спота этого в том, что здесь вы не можете, как на велигаме, стать на землю, на песок, на почву, короче говоря, и как-то немножко передохнуть, собраться с мыслями. Здесь вы все время находитесь на глубине. Вам приходится все время бороться со стихией. Если вы прокатили, что-то у вас не вышло, вы потом должны будете сопротивляться волнам, лежа на воде. То есть вы понимаете, на велигаме-то можно пешком пройтись, нырнуть под волну, встать, отдохнуть, дальше пойти. Спот еще есть в том конце, но там больше скал, они ближе. И там более профессиональные как бы спортсмены уже катаются. Подъемчик на эту гору выглядит немножко страшно, может кому-то показаться. На самом деле все безопасно, все стянуто веревками, просто аккуратно. Я с одной рукой иду без проблем. Надеюсь, это видео не закончится сейчас каким-то фейлом. Все, в принципе, тут уже не так страшно, все удобно, комфортно. Эта часть немножко с камнями пляжа. Дальше все классный, такой пологий заход, комфортный, чистенький песочек, относительно чистый пляж. Где-то мусор, конечно, в кустах валяется, как всегда, но это реалии. Смотрите, сколько ежей. Я только сейчас понял, что черные кругляшки и точки — это ежи. Очень много, прикольно. Так, погнали выше, раз уж мы показываем полуостров. Мы были здесь 4 года назад проездом, пляж совсем по-другому нам воспринялся. Сейчас он такой релаксовый, спокойный. Очень советую пляж на самом деле. Многие хвалят, я слышал от туристов русскоговорящих с нами, которые загорали. Рассказывают, что один из крутейших пляжей, где они были. Те, которые много что повидали, я о тех туристах, об опытных относительно. Здесь кусочек есть, но здесь уже не очень прикольно. Я доску для серфа брал здесь.
И вот ложился на пузо и греб. Здесь нормально еще так проплыть нужно, знаете. Велигами комфортнее. Велигами настоятельно рекомендую серфить начинающим серферам именно там. Там вот вдалеке роща пальм. Очень красивое инстаграмное место, но недавно там чего-то какой-то спор произошел у местных. Делили этот участок, что-то там вырубили, что-то там оставили, что-то вырубили. Короче, мы пару раз пытались туда дойти, и вечно нам то у нас встреча была, мы не успевали, нужно было с друзьями встретиться, не дошли там, где-то остановились. То время, то дождь, то что-то еще. Короче говоря, мы таки туда не попали. Ну вот точка там, имейте в виду, можно дойти пешком. Наша подруга вот, Таисия прям по пляжу как-то доходила туда. Можно по дороге там дальше пойти, если вы хотите более комфортного, так сказать, пути. Ну вот, в принципе, вот так выглядит островок. Ну, полуостров, точнее, наверное. Есть лавочки, прикольное место, конечно. Отсюда красивый вид на пляж Мериса. Я не знаю, кому здесь может не понравиться. Ну, очень все круто, развито. Велигама по сравнению просто небо и земля. Вот такой зеленый полуостровок. Нюанс этого места, что здесь формируется волна первая, потом в этой части вам где-то по шею, по плечи, если вы среднего роста мужчина, вам там будет под ногами уже, вы будете прощупывать камни, и они разной высоты, и есть вероятность пораниться. А и вот потом формируется еще одна там волна после этой мелины, как правильно сказать. Все, вот такой вот островок, вот такой вот пляж Мериса. Нам он очень понравился. Мы к концу уже почти 2 недель понаходили прикольные стильные кафешки, такие инстаграмные, знаете, где блюдо каждое хочется фотографировать полчаса и даже не начинать его кушать, портить это искусство. Все какие-то места, локации интересные, в которых мы бывали, я оставляю под видео ссылки, поэтому, если что, под видео все в описании. Мы с Таисией пробовали нырять, вот там брали оборудование, снаряжение для снорклинга и искали черепах. Очень мутно, ничего не видно за счет того, что волна все вскаламучивает. А вот видите, как повезло мне как раз черепаху увидеть. И то девушки рядом просто показали пальцем, я бы, наверное, не заметил сам. Дальше мы будем в Хикадуве, там черепах должно быть больше. И с Мерисы все катаются на китов, но у нас как-то вот не складывается. И возможно, если мы завтра не поедем туда, пытаемся сейчас это все организовать. Если не поедем, то возможно или никогда не побываем в ближайшем будущем, или оттуда попытаемся поехать, конечно же, посмотреть на китов и прыгнуть. Я хочу в воду рядышком как-то поснимать это все. Не знаю, хочется, не знаю, как получится.